Переходим к актуальной повестке дня, начинаем с ситуации вокруг Украины. 1 января текущего года на Украине на государственном уровне отмечалась очередная годовщина со дня рождения гитлеровского агента Бандеры. Именно так этот украинский националист, на чьей совести гибель десятков тысяч украинцев, русских, поляков, евреев, именовался в архивных документах, рассекреченных ЦРУ 3 года назад. В его честь в Киеве и ряде городов страны прошли факельные шествия, я бы сказала, в лучших традициях, но, естественно, в худших традициях всего того, что должно было остаться в глубоком прошлом, но сейчас реинкарнируется заботливыми руками режима Зеленского. Верховная Рада разместила в соцсетях хвалебные заявления, которые, кстати, украинские власти поспешно удалили по требованию премьера Польши. На Западной Украине готовы чуть ли не канонизировать этого соучастника фашистских преступлений. Я понимаю, что это звучит странно, но это факт. Дело в том, что в Рождество, в праздник Святого Рождества, который отмечают христиане и, вот, в частности, православные, во Львовской области был установлен рождественский вертеп с его фигурой. Может быть, слово «вертеп» во Львовской области теперь толкуют иначе. Я не знаю, сложно понять, учитывая, какие процессы там идут, в том числе и в сфере религиозных свобод, о чем мы еще будем говорить. В своем неонацистском угаре режим Зеленского дошел до того, что взял на себя смелость поставить под сомнение решение Нюрнбергского трибунала. Вот в декабре прошлого года, буквально месяц назад, Верховный суд Украины оставил в силе решение о непризнании в качестве нацистской символики печально известной дивизии СС «Галичина». А СС – это что? Это сокращение, простите, от чего? Это, может быть, аббревиатура какая-то новая, может быть, это какие-то инициалы. Может, нам расскажут деятели на Банковой, что такое СС в их понимании? США и их союзники по НАТО лицемерно закрывают глаза на культивирование неонацизма на Украине и просто рассматривают возрождение бандеровщины как элемент борьбы с Россией. Они делают это не потому, что не согласны, но поддерживают политически Украину. Они культивируют это, они поощряют это. Они делают все возможное для того, чтобы именно эта идеология стала основной на территории Украины. Киевские власти намерены узаконить преодоление последствий русификации и борьбу с сотнями названий улицы Пушкина. Ну, конечно, если выбирать-то между Бандерой и Пушкиным, Пушкин проигрывает. Очевидно. Ну, кто это такой, Александр Сергеевич, по сравнению с Бандерой? Вот то, о чем я сейчас сказала, об этом заявил министр культуры Украины Ткаченко. Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду. Мне просто интересно, до Гоголя-то доберутся? Или все-таки Николай Васильевич где-то как-то сохранит свои позиции? Я думаю, что недалек тот час. Уже все, как могли, так сказать, поглумились над его творчеством, над его биографией, как только его не называли, что только не делали с его произведениями. Но я думаю, что в какой-то момент, учитывая силу гоголевских произведений и его отношение к России, к русской культуре, я думаю, что недалек тот час, когда и Гоголя будут точно так же вымарывать из истории Украины, украинского народа и сбивать его барельефы, сносить ему памятники, выцарапывать со стен зданий названия улиц и так далее, и так далее. Можем проверить, кстати. Вот все, что сейчас делается вокруг Александра Сергеевича Пушкина на Украине, все это делается в рамках реализации политики по ревизии и фальсификации истории, борьбе с нашим общим прошлым. Но ведь это же не просто наше общее прошлое, это исторические факты. На Украине повсеместно продолжается снос и осквернение памятников, монументов, выдающимся русским, советским, российским деятелям. Вот недавний пример, свежий, демонтаж памятника Александру Матросову. Он был установлен, между прочим, на его родине, в Днепропетровске.
улицы, социальные объекты переименовываются в честь нацистских преступников. В 2022 году в Виннице улицу Льва Николаевича Толстого назвали в честь Бандеры. А Толстой тоже очень сильно Зеленский мешает, да? Без Толстого и солнце ярче светит, правда, над Украиной? Вот в Тернополе улицу Александра Сергеевича Пушкина назвали улицу защитников Украины. Может, проблема в том, что улиц новых не появляется? Может, проблема в том, что зданий не строится? Может, проблема в том, что нечего называть теми именами, которые нужно увековечить? Поэтому отковыривают старые. Мне кажется, если говорить, отталкиваясь от этих фактов и при этом использовать образы, то все это похоже на переиначивание Украины просто в какой-то глобальный тупик Бандеры.